Друзья, всем привет! Я рад вас видеть. И мы наконец-то приступаем к 5-й серии про восстановление легендарного Mercedes-Benz V124 AMG Hammer 6.0. Для тех, кто впервые попал на этот ролик, рекомендую все-таки начать с первых серий, потому что таким образом вы поймете, с каким масштабным автомобилем мы работаем и какое большое количество работ мы произвели и что нам предстоит. Дальше вы увидите уже сегодня. Кто в теме нашей реставрации знают, что в прошлый раз мы закончили на том, что автомобиль получил полностью отреставрированный кузов. Кузов приехал к нам на станцию, и мы приступили к его сборке. Сборка, как правило, конечно же, начинается с установки магистралей. То есть по днищу прокладываются все тормозные и топливные магистрали. После этого мы постепенно переходим под капот, ставим блок ABS, он уже тоже стоит на своем месте. В чем нюанс? Все вот эти вещи, которые нужны для того, чтобы установить те или иные элементы, о которых мы сейчас с вами разговариваем, они прошли, каждая из них, через руки наших мастеров, и им уделено необходимое внимание. То есть они отсортированы, либо они идут в реставрацию, либо в ремонт, либо же меняются на новые. Таким образом, тот же блок ABS — это целая большая история, потому что это достаточно такой габаритный и ответственный узел, который мы по правильной технологии полностью отреставрировали, и он выглядит идеально. И представьте, если хоть один болтик или крепеж упустить и не сделать, естественно, в первую очередь вам придется потом его искать, и он должен быть аутентичным, таким, который он изначально был установлен с завода или от компании AMG, если это какая-то нестандартная вещь. Также, естественно, сделано огромное количество фото, то есть мастер, когда собирает, он придерживается вот этих фотоматериалов, которые он сам делал, и смотрит, чтобы это было собрано ровно так, как было изначально. Отсюда мы переходим к следующей части. Итак, это проводка. Проводка тоже была заранее заготовлена. В чем сложность проводки этого автомобиля? Как и вся машина, она является гибридом между 124-м кузовом и 126-м с мотором V8, со 117-м мотором. И, разумеется, проводка местами тоже самодельная. Поэтому здесь очень важно исходить из того, как проводка выглядела изначально, а не от какого-то другого образца, который вы считаете, что является точно таким же. То есть тут очень много нюансов. Кузов нам вернулся полностью голый с малярной мастерской. Мы начали сборку с прокладки электропроводки по салону, под капотном пространстве. Достаточно непросто там прокладывать, особенно в двери проводить электропроводку. Там стойка вертикальная, заводится провод снизу в нее, потом поднимается вверх, потом крутой поворот и проход в дверь. Расстояние маленькое, там проходная резинка, разъемы большие. Достаточно сложно вот эти крутые повороты все протягивать эту проводку. То есть у нас уходило, наверное, примерно чуть ли не один день на прокладку электропроводки вакуумных магистралей в одну дверь. Положили мы ее внутри моторного щита, обратно все загнули, завальцевали, проварили, обработали герметиками. Это такой один сложный этап достаточно. Вы знаете, что мотор 126-го V8 не очень легко помещается под капот стандартного 124-го, поэтому моторный щит был изначально, назовем это так, доработан. То есть он был местами выгнут, местами порезан. Когда вы пропускаете проводку через моторный щит, есть там такой нюанс. Там нету такого отверстия, через которое это весь жгут проводки, в принципе, может пройти. Что получается? Какая для нас проблема? Проблема, мы же занимались реставрацией кузова, мы же не можем взять его сварить и покрасить, потому что нам надо после этого пропустить проводку, но кузов у нас покрашен. Но мы с самого начала понимали, что тут, к сожалению, только с компромиссом, то есть мы покрасили полностью под капотку, это место было не заварено. Вот сейчас как раз мастер Максим, он пропустил всю проводку, мы с самого начала продумывали, как это делать. После этого мы сами выгнули все обратно, как положено, отстучали, где надо, сделали сварные точки и уже локально окрасили это место для того, чтобы это выглядело красиво. Но, тем не менее, вот мы переходим к следующей части. Следующая часть — это как раз термоизоляция.
потому что термоизоляция под капотом там нестандартная, она сделана наполовину из стандартных решений, а наполовину из, назовем это, кастомных решений, которые AMG применили для того, чтобы защитить подкапотное пространство. И защитили они его, скажем так, не очень хорошо, потому что, когда мы сняли мотор, мы видели, что есть большое количество деталей, например, передний так называемый вот подрамник или балку, которая выглядела, будто бы она обгорела. Термоизоляция, которую они придумали, к сожалению, работала не очень хорошо. Что мы сделали? Мы тут сочетали две вещи. Первое, мы изучили вообще прежде всего много достаточно фотографий, которые удалось, к счастью, в интернете найти, насколько та термоизоляция, которая стояла на этой машине, в принципе является аутентичной. На, скажем так, 85% там было все то, что и было на ней с завода, но уже все рассыпалось и свою функцию, к сожалению, не выполняло. Там небольшие сложности были с термоэкраном вокруг рулевого редуктора. Он там специфическая форма, он достаточно тонкий, его надо было полностью облепить весь редуктор. Мы делали специальные макеты из гипса, потом формовали, ушло много времени. Мы искали аутентичный внешний вид, но при этом очень хотели, чтобы эти материалы были значительно лучше, чем те, которые применялись в те годы. Прогресс не стоит на месте, и, конечно, есть намного более качественные и хорошо сделанные материалы, которые мы приобрели, но при этом выглядят они абсолютно так же, как и должно быть. То есть у нас это сочетание между стандартными элементами, которые меньше всего нагружены, они там по бокам, и элементами самодельными, которые в том числе прикрывают тот самый рулевой редуктор, который мы изначально установили для того, чтобы сделать вокруг него эту изоляцию. Таким образом, внешний вид у него аутентичный, а функционал лучше. Моторное пространство, моторный отсек мы тоже привели в порядок, все поставили на места, и после этого мы переходим, конечно же, на подвеску. То есть уже время устанавливать подвеску. Подвеска уже заранее была вся подготовлена, все, что нужно было, покрашено, все, что нужно было, поменено. Вообще в подвеске все абсолютно новое. Ну, то есть все новое. Все купили новым. И вообще данный автомобиль, он, скажем так, имеет беспрецедентное количество новых деталей. Я за свою жизнь еще не видел ни одной реставрации, где на столь уже немолодом автомобиле удалось столько всего найти. И причем некоторые вещи, которые не удалось найти, вы скоро узнаете, как мы нашли, и это будет довольно любопытно. То есть тут компромиссов просто не было. Собрали подвеску, поставили автомобиль на колеса. Все собралось, все встало на свои места. Я думаю, мы поставим двигатель, и без особых проблем у нас вся электропроводка, электрооборудование, все заработает. Тормозные все механизмы встали на места. Хочу напомнить, что у Хаммера специальная своя подвеска, то бишь амортизаторы и пружины, они у нас просто новые, их удалось найти. Представьте, насколько сложно сейчас найти аутентичные вещи, которые делали AMG, но для них делали, скорее всего, в компании Bilstein. То, что сейчас уже не производится, тем не менее, это можно найти, мы нашли, и они установлены на машину вместе с новыми пружинами. В общем, это все великолепие собрано. Естественно, вы помните, как мы скрупулезно собирали весь крепеж для того, чтобы собирать подвеску. Опять же, с фотографиями, со всем необходимым. И мы это все красиво собрали, поставили на места. И, естественно, каждый элемент крепежа, как я уже говорил, он был отсмотрен и при необходимости отдефектован. Таким образом, то, что еще находится в хорошем состоянии, осталось и пошло вот в реставрацию, а то, что нужно было купить новым, мы купили новым и тоже, в числе прочего, отдали на цинк в том или ином цвете, который требовался на данном этапе. Почему вы скажете, вы не ставите двигатель? Потому что двигатель еще на реставрации, мы еще им занимаемся, но тоже подходим, к счастью, к концу. Как раз про это будет следующая серия. Мы пришли к части сборки интерьера. И вот тут то самое, про что я вам рассказывал, про то, как мы подходили, скажем так, бескомпромиссно. В общем, была приобретена целая машина с пробегом около 10 тысяч километров, примерно тех же годов, версия чуть другая. И с нее мы взяли боковое остекление, заднее стекло, множество молдингов, уплотнителей. Все то, что невозможно было купить, и мы долго искали, было демонтировано. На этой машине было все просто в состоянии нового.
Немного поговорим о сборке нашего Хаммера. На эту машину мы нашли порядка, я думаю, 95% новых запчастей. Но об этих 5%, которые нам не удалось, эту проблему мы решили следующим образом. Мы нашли данный автомобиль. Это автомобиль-донор, специально купленный под Хаммер. Нашли в Германии. Мало того, мы целенаправленно искали автомобиль в Германии, потому что малопробежные машины с Японии, они все равно имеют, так скажем, свои нюансы. Помимо того, что мы сняли центральную консоль, ковер, дверные карты и торпеда, мы демонтировали с нее весь крепежный элемент, который мы уже использовали на Хаммер. Также мы использовали уплотнительные резинки наружных стекол и дверного проема. Почему мы их использовали, а просто не купили новые? Новые, к сожалению, вот уплотнительные резинки дверного проема можно найти только 3 штуки. Передняя правая дверь, к сожалению, уже нет. Кстати, хочу предостеречь касательно вот этих резинок. Очень много висит запчастей с Америки. Под видом оригинала их продают, да? Их лучше покупать не стоит. Качество дубликата приблизительно как турецкий. Помимо всего этого мы еще демонтировали все кабель-каналы под заводскую проводку и использовали пистончики, закладные и так далее. То есть максимум, что мы могли снять с этого автомобиля и поставить на Хаммер, мы это сделали. Так, ну немного детальнее про элементы, которые я говорил. Это у нас вот эти уплотнительные резинки были сняты с этого автомобиля и ушли на Хаммер. Вот эти уплотнительные резинки. Также с этого автомобиля мы демонтировали все стекла. Вот эти уплотнительные резинки ушли на Хаммер. Вот здесь стоит, кстати, детали с Хаммера. Мы можем посмотреть, да, вот на вот такие дефекты. Или вот здесь порвано, то в каком было состоянии. В данный момент там сейчас стоят в идеальнейшем состоянии, без единого повреждения. Счастье наше в том, что Хаммер у нас это 300E. Соответственно, пол у нас не изменен, как в 4.2 и в 5-литровой версии. И с обычного автомобиля, в данном случае это 2.2, ковер подходит туда как родненький. То есть все ковровые элементы, боковые части центральной консоли, центральная консоль, торпеда, ручки потолочные, также виниловые стоечки, передние и задние. Все детали на Хаммер ушли, что были необходимы, и даже больше, я скажу. Я его подсобрал и, так скажем, немного катаюсь на нем. Удовольствие сумасшедшее. Все-таки здесь подвеску мы не затронули, и ходовые качества заводской подвески не тронуты, они, конечно, впечатляют. Вопрос с обшивкой сидений у нас возник с самого первого дня, когда автомобиль попал в юность. Мы его изначально осматривали на предмет реставрации, и было понятно, что у хозяина наверняка возникнет вопрос, что мы будем делать с салоном. На этом автомобиле стоят опционные сиденья Recaro CSE с большим количеством электрорегулировок, то есть это не заводские сиденья от Mercedes-Benz. В общем, долго мы думали, как сделать, чтобы было так, что всем угодить, и решили следующее, что передние сиденья и задний диван мы трогать не будем, мы оставим в аутентичном виде. То есть просто завернем и отложим на склад. Тогда как еще один комплект таких сидений Recaro был приобретен, и задний диван, и все вместе было решено перетянуть, и если автомобиль будет продаваться с каких-то аукционов там в будущем, или какие-то люди спросят, где ее оригинальный салон, тут он уже перетянут, и это плохо, можно им сказать, что оригинальный салон, если хотите, можете его поставить. В общем, мы стали искать такую кожу, оказалось, что тоже это целое дело, найти практически невозможно. Некоторые вот этот тип такой слегка глянцевой кожи называют кожа Buffalo. В общем, все пошло со стандартного, как все и делают, берут различные каталоги и начинают смотреть образцы. Мы взяли каталог Heinz Reinke, там посмотрели варианты, потом заказывали уже более крупные образцы, потому что там внутри такие маленькие кусочки, по ним практически ничего не понятно, в общем, ничего не подходит. Начали искать, и была проведена достаточно большая работа, и мы выяснили следующее. В период, когда AMG производили эти автомобили, они пользовались услугами 3 компаний, 3 поставщиков, которые предлагали различные варианты кожи. Итак, первое — это компания Roser, достаточно крупный производитель, немецкий. Они делали кожу и для некоторых заводов, но, к сожалению, компания в 2001 году, если не ошибаюсь, просто обанкротилась. Поэтому этой компании просто нету, и никаких нету запасов. Следующая компания, это достаточно известная, многие из вас ее знают, это компания Connolly. Собственно, Connolly
Компания до сих пор существует, хотя сменила несколько владельцев, и, в принципе, к ним есть доступ и есть возможность с ними работать. И третья компания, английская, Connelly, собственно, тоже английская, если не сказал, это Vantage Field. Собственно, эта компания не является банкротом, но она уже достаточно давно прекратила свою деятельность. Компания Vantage Field поставляла кожу, разумеется, не только в AMG. Они работали в том числе с другими тюнинговыми компаниями. И одна из них для вас наверняка небезызвестна. Это SGS. Фирма, которая делает такие эпатажные автомобили с таким смелым, назовем это, дизайном. Многие сегодня очень любят их. Представьте, что с одной стороны мы находимся в условиях доступности информации, а с другой стороны считанные люди знали о том, что были вот эти три производителя, и один вариант, это Connelly, был очень близок к тому, что есть у нас. То есть фактура, прежде всего, естественно, мы смотрим на фактуру. Сейчас мы все любим, знаете, когда кожа такая матовая, да? Тогда как здесь она чуть такая глянцевая. Естественно, разместили заказ, значит, кожа к нам пришла. Вдумайтесь, значит, кожа пришла, там есть перфорированные элементы, да, в салоне. И когда мы передали, соответственно, образцы кожи мастеру, он продырявил вот эти образцы, сделал вот эту перфорацию, и оказалось вот такой нюанс. Когда ты перфорируешь, видно, что кожа с обратной стороны, она такая, как бы, ну, такого цвета слоновой кости, назовем так. И вот этот цвет, этот бежевый, он сквозь вот эти вот отверстия, он просматривается. Поэтому вид получается, ну, не очень опрятный. В общем, опять написали на Connelly, сказали, можно ли как-то сделать, чтобы кожа с обратной стороны тоже была черная. Сказали, да, мы можем сделать, предложить такую кожу, сделать на заказ, ее покрасить. В общем, что вы думаете? Мы заказали еще один комплект этой кожи. Началось у нас все, соответственно, с перфорации, где мы столкнулись с рядом таких нюансов, вопросов. Нам нужно было как бы ее и тоже искусственно и подзастарить, и мы долгое время сравнивали, что, куда, как. То же самое, вычисляя нитку, которая ранее использовалась, тоже ее заказали. Где-то какие-то образцы делали, соединяли, натяжку нитки, то есть между деталями, соответственно, длина, стежка. То есть где-то у нас там ниточка кривая идет, ну ранее так шили, где-то со временем она выпрямляется, прямая. Много-много-много таких нюансов. Начали мы с демо-кресла, чтобы увидеть, что у нас в итоге из новой продукции, скажем, из новой кожи, но чтобы достичь того результата, той аутентичности, чтобы было непонятно, делались сиденья или не делались. Мы делаем задний диван, создаем лекалы полностью, сшиваем, отправляем, принимаем какой-то вердикт, ну, сравниваем непосредственно новое изделие с тем старым изделием, потому что правое сиденье у нас осталось в оригинале. Сделали соответствующие выводы, решили сделать второе демо-кресло, где мы уже учли многие-многие-многие моменты, где-то мы уже и иглу поворачивали, и нитку удлиняли, выпрямляли, где-то стежки, мешки, натяжка, много-много-много таких вот нюансиков. Где-то какую-то морщиночку нужно добавить, нет, нужно кожу там сделать перетекающей, чтобы было понятно, что как будто вот, ну, сидели, но вроде бы и не сидели. И вот эти вот нюансы. Но остановились на том, что сделали полностью, скажем так, финишное левое кресло, поставили рядом с правым креслом и начали сравнивать, что и где, какие у нас еще нюансы могут быть. Приняли решение, что все очень хорошо получилось, с помощью, как говорится, неких проб, ошибок определенных, все учли. Соответственно, приняли решение оставить полностью уже левое сиденье на месте и перейти к правому сиденью. Вот он итог, вот она картинка. Но даже вкратце могу сказать, что вот кожу мы краили, вот выбирая направление вот там какой-то морщинки, какой-то вот там штучки, где-то горизонтально, где-то вертикально. Пробовали, совмещали. По итогу у нас вот получилось вот именно то, что мы сейчас видим. Целая огромная работа, конечно, проводилась для того, чтобы вот обеспечить это все, весь этот процесс, все эти нюансы, чтобы в итоге это было
близко, максимально близко к тому, как изначально этот автомобиль задумывался. Знаете, часто люди, когда делают, я вижу, там реставрируют двигатель, реставрируют подвеску, они исходят из того, как будет более красиво. А на самом деле надо исходить из того, как это решил делать завод-изготовитель. С точки зрения ценности, исторической достоверности, всегда надо максимально придерживаться оригинала. Немецкие машины даже того периода, они очень сложные, имеют огромное количество исполнений, и надо держаться этого, а не пытаться сделать как-то более понтово, красиво. Например, на этой машине нет очистителей на фарах вот этих дворников. Вот у нас нету, мы их и не ставим, хотя это для многих такая какая-то, фетиш, вот эти дворники. Нет проблем же дооснастить? Да нет, но нет, мы не трогаем. Как оно было, так оно и остается. Таким образом, мы подходим к концу этой серии, на самом деле, очень довольны, потому что салон у нас готов, кузов собран, сейчас мы доделываем мотор, о чем мы расскажем в следующей серии. И после того, как мотор будет готов, мы его привезем, начнем инсталлировать под капот. Это тоже, на самом деле, очень большая и сложная история, про которую я расскажу вам позже. И на самом деле нас впереди ждет самое интересное. Так что рад, что вы со мной до конца этой серии. Всегда ждете, всегда заходите на мой телеграм-канал, спрашиваете, когда будет следующая серия. Вот она, я ее вам выкатил. Так что рад, что мы вместе прошлись по вот тем успехам, которые у нас есть. Но, повторюсь, самое интересное еще впереди, так что до скорых встреч.